Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня будет у нас интересная такая тема, что хотят мне передать высшие силы. Давайте для начала посмотрим, какая вы женщина, в какой энергии на данный период времени вы пребываете. Расслабьтесь и, как говорится, приятного просмотра. А кто хочет заказать у меня личный расклад, пожалуйста, я оставлю свои координаты в описании к видео. Ну, женщина, вы, наверное, решительная, да? Я так понимаю. Вы для себя уже что-то решили. Итак, начнем. Что хотят передать высшие силы? Какая вы женщина в глазах высших сил? Ну, скорее всего, либо вы женщина с хитринкой, да? Но, скорее всего, нет. Скажу вас, конечно, высшие силы видят то, что вы очень женщина, скорее всего, доверчивая, вас много обманывали, да? Помимо этого сейчас, ну, возможно, да, на данный период времени, конечно, вы сейчас избегаете, понимаете, каких-то острых углов. Вы то ли хотите начать какое-то новое дело, понимаете, то ли сейчас вот, но все равно, конечно, от внешнего мира вы сейчас закрыты. Закрыты как внутренне, так и вообще никого к себе не подпускаете. Возможно, то, что это связано с мужчиной, который вас обманул, понимаете, то, что вы закрыты на данный период времени от него. Возможно, этот мужчина вас обманул, ограбил, предал. Такое тоже возможно. Но то, что вы однозначно такая вот личность, да, вы очень харизматичная и очень энергичная. Возможно, вы огненного знака зодиака, лев, стрелец, либо овен, такое тоже возможно. Но и помимо этого, конечно, вас много очень обманывали в этой жизни, да, то, что вы на данный период времени, то, что вообще людям, возможно, не доверяете, закрываетесь, да, но все равно у вас какой-то есть на данный период времени шанс, все-таки воспользуйтесь им. Какой еще видят вас высшие силы? Очень мудрую, понимаете, очень справедливую. Вы сама по себе очень мудрая. Да, возможно, вы сейчас набираетесь очень много знаний. Понимаете, возможно, у вас сейчас происходят суды, да, но и помимо этого вы очень такая справедливая, и помимо этого очень деятельная. Вот как я вам говорила, да, то, что, возможно, вы огненного знака зодиака, либо пребываете на данный период времени в такой энергетике, да, то, что вы сейчас самодостаточно, уверенная в себе, вы не допустите, понимаете, к себе неуважительного отношения. Помимо этого, возможно, то, что сейчас вы на данный период времени заинтересованы либо продвижением в карьере, либо в какой-то отрасли развиваться, понимаете, развиваетесь. Но то, что вы мудры, конечно, это я понимаю. Возможно, то, что тот мужчина, который был с вами, да, вот именно с ним вы помудрили, вы познаете вообще тайны этого мира. Возможно, вы эзотерик, таролог, такое тоже возможно. Вам интересно вот все тайное. Вы очень интересная такая личность, разносторонняя. Но и помимо этого очень такая справедливая. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит на данный период времени в личной жизни. Ну, вы сейчас на данный период времени, скорее всего, одиноко, самодостаточно. Помимо этого, вы, конечно, духовно развиваетесь, да, и, возможно, вы состоите в браке, либо состояли в браке. Но и, конечно, вы получили, возможно, было предательство, либо резкий разрыв с мужчиной. Вот что-то с вами произошло, но я вам скажу одно, то, что, конечно, высшие силы, они видели, что с вами происходило, да, и все равно они на вашей стороне. Вы сейчас развиваетесь, выбрали более духовный путь, помимо этого ни от кого не зависите, понимаете? Но, конечно, то, что вас внутренне убили ваше доверие, убили вашу любовь, все ваши эмоции. А что еще? Ну, я так понимаю, то, что у вас личной жизни нет. Нет у вас личной жизни, вы одиноко. Ну, и, конечно, внутри вам от этого больно. Возможно, вы то, что молитесь Богу, да, чтобы высшие силы, высшим силам, чтобы послали такого человека серьезного, с кем можно было бы построить что-то. Возможно, выйти замуж хотите. Такое тоже возможно. По мнению высших сил. Интересно, вы готовы вообще к серьезным отношениям? Готовы ли вы? Ну, у вас сейчас на данный период времени есть выбор. Есть выбор.
Все равно вам посылают, конечно, мужчин, я так понимаю, да. Но у вас, конечно, вы еще немного страдаете внутри, да. Хотя высшие силы вам говорят, хватит страдать уже. Все, начинай жизнь с нуля, обнулись. Понимаете? У тебя есть выбор. А вы, наверное, все-таки, я так думаю, то, что вы сейчас до сих пор... Еще высшие силы говорят о том, то, что, возможно, у вас есть еще ребенок, и вам одной вот тяжело. Понимаете? Вот вы вот вроде сделали такой вот выбор, да, вот мы поняли, здесь уже выбрали себя, но от вашего выбора, конечно, вам тяжело, если еще есть ребенок. Помимо этого, здесь на последней карте в колоде, да, выпала башня, это получается так, все, что вы строили, да, в своей личной жизни, все это рухнуло, причем это внезапно. Понимаете, это, скорее всего, связано с мужчиной, я так понимаю. Хорошо, а как вот выйти из этой ситуации? Высшие силы, подскажите, пожалуйста. Вам уже и говорят, да, то, что нужно начинать обнуляться. Обнуляться нужно, выбрать более духовный путь, но вы уже и так духовно развиты. Хотя, конечно, вы очень много пострадали, очень много. Может быть такое, то, что вы плохо спите по ночам, понимаете, видите плохие сны. Такое тоже возможно. Хорошо, как выйти из этого? Спросим у высших сил. Как выйти из трудной ситуации в этой жизни, в этой ситуации? Но вам все равно высшие силы говорят о том, то, что борись до конца за свою правду, да, я тебе буду помогать, и ты выйдешь победителем, понимаете? Все равно говорят, не отступай. И это связано с мужчиной, конечно. Скорее всего, возможно, это бывший супруг, либо ваш постоянный был партнер. Мужчина такой прижимистый, но сам по себе, конечно, он семейный. Возможно, этот мужчина женат, такой тоже не исключаю. И вам говорят о том, что, конечно, отстаивайте свои права. У вас получится, вы выйдете из этой ситуации победителя. Хорошо, давайте спросим у высших сил, а что на данный период времени с финансами? С финансами высшие силы. Покажите, пожалуйста, что происходит у той женщины, которая смотрит на данный период времени этот расклад. Что происходит с финансами? Что с финансами? Ну, в принципе, с финансами на данный период времени у вас отлично. Отлично. Либо, возможно, то, что, понимаете, вас окружает на данный период времени ваша семья помогает. Возможно, у вас то, что есть ребенок, конечно, да. Вы женщина стабильная, умеете зарабатывать денежку, да, несмотря на то, что вы одна, но все равно высшие силы говорят о том, что если ты вот будешь отстаивать свои права, да, выбрала себе путь, вот одна иди, да, я тебе помогу. С деньгами проблем не будет. Ты все равно станешь самодостаточной королевой Пентакли, у которой есть собственный дом, да. Она, вот посмотрите, она сидит здесь, держит свою эту копейку вот большую, да, эту монету. Она очень довольна, она очень хозяйственна. Помимо этого, понимаете, все равно вас говорит о том, что высшие силы, да, они вас все равно поддерживают. Несмотря на то, что даже вы можете, да, вот нуждаться в деньгах, да, здесь, все равно высшие силы каким-то образом вам то ли отправляют, то ли заработок, то ли какую-то помощь. Но все равно, слава богу, у вас здесь получается. А здесь вот, когда я тусовала карты, посмотрите, какие карты выпали. Да, этот мужчина был, понимаете, мужчина, скорее всего, вас предал, да, выбрав другую женщину, и который бы, знаете, у которого есть две женщины, но он выбор сделал в другую пользу, в пользу другой женщины. Хорошо, высшие силы. Скажите, пожалуйста, а наладится ли личная жизнь у той женщины, которая смотрит этот расклад? Наладится ли личная жизнь в ближайшие 3 месяца? Встретит ли она мужчину? Что ожидает личной жизни в ближайшие 3 месяца? Встретит ли мужчину? Ну, скажу, пожалуй, я вам скажу, конечно, у вас будет выбор. Вы торопиться никуда не будете, да. Если вы работаете, вы также будете работать. Понимаете, если у вас будут дети, то, конечно, с детьми. И еще я вам скажу, конечно, держит вас ваше прошлое. Выбор у вас есть однозначно, но вы будете приглядываться. Это не так все быстро. И все-таки высшие силы вам говорят то, что возможно, то, что вы познакомитесь с мужчиной, понимаете, огненным мужчиной, темпераментным таким, возможно, не вашей национальности, возможно, кавказской национальности. Он такой вот мужчина, возможно, моложе вас, либо ваш ровесник, понимаете, с харизматичным мужчиной, уверенным в себе. Возможно, такое, с кем у вас начнутся отношения. Либо этот мужчина, может быть, из прошлого вернуться, понимаете, ворваться. И еще такое возможно, то, что
у вас будет на выборе двое мужчин. Вот, предположим, вы познакомитесь с одним мужчиной, появится тут же бывший. Такое тоже не исключаю. Так, еще что скажет высшая сила? Не торопись с выбором. Потому что, понимаете, вы сейчас вы идете к императрице, вы вообще императрица. Понимаете? Вам говорят, конечно, не торопиться. Не торопиться. И если, понимаете, объявится ваш прошлый мужчина, с которым у вас уже длительные были отношения, возможно, то, что вы этого мужчину заблокировали, вы от него закрылись, понимаете? То, что нужно в этот раз выбирать себя, понимаете? Потому что вы женщина, которая знает себе цену. Ну и помимо этого я вам еще скажу, то, что вы долго пребывали в одиночестве. Знаете, вы искали себя, работали над собой внутренне. А так я вам скажу, конечно, здесь вот женщина выпадает мать семейства. И да, возможно, то, что в течение 3 месяцев, да, проявится мужчина здесь, знаете, темперамент, может быть и 2 мужчины, 2 мужчин, да. Один молодой, другой постарше. Понимаете, выбор все равно остается за вами. Понимаете? И я вот оставила вот так вот колоду, чтобы вы оставались в таком же состоянии, да, властной женщины, в которой пребывают все 4 стихии. Это самая главная женщина. Я хочу вам пожелать счастья, любви, благополучия. А также скажу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Кто захочет получить личную консультацию, пожалуйста, обращайтесь ко мне лично. Я под описание к этому видео все свои координаты, как можно со мной связаться. Благодарю.